Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду на 10 дней. Что или кто спешит в вашу жизнь? События будущего с 1 по 10 июня. Давайте узнаем, что будет меняться. А может быть и вы что-то будете менять. Вообще у нас в июне очень добрые энергии и гармоничное время. Месяц июнь. Уже июль будет несколько иной. Но давайте рассмотрим через метафору карт, какие события будущего для вас расскажут карты. И останемся реалистами, поскольку любой расклад или прогноз о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет, но может прояснить какой-то вопрос или помочь понять то, что в вашей жизни формирует какую-то проблему. Или вы, может быть, из какой-то темы и хотели бы что-то совершить, но не знаете, как поступить. Одним словом, что-то продумать, да, решить, снять напряжение эмоциональное. Вот в этом нам помогают карты Таро. Идем дальше. А я вас приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео на астрологический гороскоп. И события до конца 2025 года. Вторая моя статья. Перейдите, прочитайте, сравните ваши планы со звездным расписанием. Итак, кто или что спешит на ваш порог? События будущего для вас, мои дорогие козероги. С чем это будет связано? Что нам подскажут карты? И дополним Таро. Неожиданность. Первая карта. Это то, чего мы не ждем. И пусть это будут приятные сюрпризы. Что прояснится? Может быть, и правда какая-то откроется. Может, глаза на что-то откроются. И так бывает. В чем ваша фортуна? В чем вам повезет? В чем ваша сила? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. У кого что? У кого-то учеба, у кого-то просто документы нужно оформить, да? Или отчеты подготовить. Энергия денег, энергия любви, личной жизни. Вот как раз для этого июнь прекрасный месяц. Хотя и для заработков-то тоже. Выбор какой-то вы делаете, порядок действительно в своей жизни наводите, и по метле у нас тут еще присутствует плеть. Это мы можем где-то сожалеть о том, если так, быть откровенным с самим собой. Это, видимо, важно, раз выпадает эта карта. Не замечтаться, не повторять какую-то ошибку. Нам тут явно может что-то мешать. Мешать может что угодно. Или конкретный какой-то факт, который касается, ну, предположим, дома мы наводим порядок, да, мебель переставляем, ремонт делаем или выбрасываем какой-то хлам, который именно нам заполняет пространство и нас словно погружает в какие-то ненужные воспоминания. Или вроде бы бывает, наверное, почти у каждого такое, как вещи, не знаю зачем, но надо. И вот это надо, оно, как правило, редко наступает. А у кого-то это будут, знаете, ошибочные суждения. И когда мы себе говорим правду, ну вот надо было по-другому поступить. Или я зря понадеялась на этого человека. Впредь буду внимательна. Мы делаем выводы и идем дальше. Мы выметаем вот этот мусор, то, что нам не служит прогрессом из своей жизни. И, значит, освобождаем пространство. И на освободившееся пространство придет что-то другое. Но есть и то, что все-таки надо оставить. 11. Если мы рассмотрим это число, как будто 2 единицы выглядят. Поэтому здесь есть какое-то доброе продолжение. Но, может быть, вот расчистить от какого-то ненужного хлама, воспоминаний или от того, что уже теперь не имеет никакого смысла. Свое как жизненное, так и ментальное пространство определенно стоит. События будущего, вот правда. Здесь может быть где-то выбор, да или нет. Словно шли мы, шли, и вот пришли, вот как этот столб. Ну так, аллегорически, конечно, да. Вот мы не можем ведь идти вот так же дальше, как будто нам показывает карта. Нет пути, либо направо, либо налево. А кто знает, может быть, нам что-то и совместить придется. У кого-то это будет по части работы, уходить с работы, переходить на что-то новое. И я могу предположить, что кто-то из вас не будет делать вот такой резкий выбор, а попытается соединить, если это по части работы. Почему? Потому что тут как будто бубны, и больше для нас стабильность важна. Поэтому вы тут можете что-то просчитывать буквально на бумаге, насколько выгоден, перспективен тот или иной проект, или создать для себя такой лист туду, да, как причина и следствие. Если это проделаю, какие результаты я могу получить. Вот правда, когда мы прописываем это на бумаге, перед глазами смотрим и понимаем, вот совершенно уже в другой, словно
плоскости мы находимся. Для кого-то что-то подобное придется сделать. И если по работе, вы можете оставить прежнее место работы и уже начать изучать что-то новое. Или если вопрос касается переезда, думали, в одно место поедете, а тут вы будете рассматривать альтернативные варианты. Вот по этой карте не все так однозначно, нам хотят сказать. Но в целом какой-то выбор мы вообще каждый день делаем, часто на автоматизме. Мы даже не замечаем, как мы сделали этот выбор. Но вот здесь больше осознанности, осмысленности вам предлагают карты. Вроде как и есть то, что уже балластом является, но вот эту проверку для самого себя, что же есть балласт, а что же есть прогресс, может быть и не так просто совершить. Кто или что спешит в вашу жизнь? Но подведение итогов, вот интересно, смотрите, уже третья карта, которая все в одном ключе. И по аркану коса, правда, ситуация денежная. Значит, нужно что-то предпринимать. Ты как будто сделал уже все, что мог. Десятка по максимуму. Урожай уже собран. Или вы будете собирать урожай. Но тут ведь, если мы про урожай, словно его распределить нужно, что мы посадим как новое веяние, или как вот это зерно, которое принесет уже новые всходы, да, что мы себе запланируем на будущее, какой выбор мы совершим. И с другой стороны, это то, что нам будет способствовать для нашего благополучия в дне сегодняшнем. Иными словами, если мы на деньги, это какая-то сегодняшняя ситуация, история, когда мы распределяем финансы на день сегодняшний, и карта где-то говорит, ну, заначка, наверное, должна быть какая-то или подушка безопасности, по крайней мере, об этом нужно подумать. Коса имеет острие, и мы можем пораниться. Поэтому тут не время таких, знаете, рывкообразных решений. Здесь, правда, детализация какого-то проекта. И вот бумага нам может буквально помочь. Две бубновые карты, и не только это символ денег, а это еще и могут быть какие-то документы. Вы можете подписывать документы, что-то согласовывать, отправиться к юристу или сами где-то искать информацию, как в отношении вас работает закон, если вы что-то хотите осуществить. Где-то расчет. Или тот расчет, который сами на бумаге, или составление вот этих важных бумаг, пересмотр, может быть, контрактов, брачных контрактов, договоров. Вот что-то вам тут как будто необходимо менять, потому что прошлое само пытается от вас оттолкнуться. Это мы уже дошли вот до какой-то определенной точки невозврата, и нам отсюда только вперед, и, понятно, мы перед выбором. Кто или что спешит в вашу жизнь? Но, видимо, не все однозначно. По аркану тучи от чего-то явно не следует отказаться. И это то, что может выглядеть для вас, ну, вот как сквозь тучи солнце, да? Или когда, ну, может быть, и есть какое-то дело, проект, или то, что вам интересно, а вот вы пока не знаете, как к этому подступиться, тогда точно переложите на бумагу. Здесь может быть какой-то творческий инсайт, и будет важно не отказаться, потому что эта карта несет в себе число 6. То есть то, что выглядит пока блекло, может означать в последующем победу. Здесь, наверное, знаете, перед тем, как принимать какое-то такое важное решение и потом форсировать, здесь нужно детализировать какую-то тему. И неважно, чего она касается. Или ваших заработков, или решения конкретного вопроса, или, в принципе, ваш вида деятельности, чем вы будете заниматься, построение карьеры, или пусть это у вас бизнес, личное дело. Здесь вот какие-то грамотные, мудрые решения в эти 10 дней. Это как обстоятельства пытаются войти в вашу жизнь или спешат в вашу жизнь, да. Здесь нужно разделить зерна от плевел. Это железно. И не отложить чего-то на потом. Потому что как будто вам не хватает свободного пространства. А нужно дышать, нужно творить, нужно двигаться дальше. И где-то, ну, как наши, знаете, непримиримые взгляды на отношения в мире, может быть, или на отношения с конкретным человеком. Взаимоотношения, может быть, по работе, в кругу друзей, в какой-то общности людей. Они нам тоже могут мешать. Жизнь перестраивается, а мы с вами живем в эпоху перемен. Наверное, допустить
что и невозможное в нашей жизни уже теперь возможно. Давайте откроем неожиданности. Но тут еще, знаете, сбивчивая сама по себе будет информация. Много будет каких-то, может быть, информационных, словно вбросов. Могут быть и фейки по пятерке жезлов. И люди себя могут вести как-то непонятно. Утром пообещали, к вечеру забыли. Или вы можете сталкиваться с такими даже людьми, которые тоже сначала говорят, да, я буду в этом проекте участвовать, а потом раз и переключились на что-то другое, а вам об этом даже не сказали. Вот ненадежность идет по этой карте. Или когда пытаются кто-то настоять на своем, говорит, что вот нет, вот это вот точка зрения, она правильная, а потом проходит время, время все расставляет по местам, и мы вот и понимаем, мы шли-то мы куда-то не туда, и получили-то мы что-то не то. Вот, видимо, все то, что я сказала, пара арканам, именно оракула, для вас будет где-то на грани неожиданности и реальности. Пятерка жезлов – мелкая карта. Тут нужно надеяться нужно на самого себя. И, видимо, как и информацию перепроверять. Здесь может быть, знаете, такая из разряда «Вау!», да, сначала выглядит, по крайней мере, какая-то новость кажется «Ну точно!», а потом проходит какое-то время, мы понимаем, что да, это вообще ерунда. Правда или истина, она где-то рядом. Вот и вам придется балансировать где-то между тем, что транслируют, или тем, что вы слышите, видите, и что есть на самом деле. Ну, как причину вот именно возникновения каких-то процессов в вашей жизни, с которыми вы именно столкнулись, вам нужно понять более глубинно. И тогда вам будет понятно, что делать дальше, или как со всем тем, что есть на данный период в жизни именно у вас. Нужно правильно провзаимодействовать, потому что мы ведь сказали, что есть и что-то полезное, и как будто от этого нужно оттолкнуться. Словно обжегшись на молоке, ну, не дуть потом на воду. Или если мы по какому-то вопросу решили, что точно, вот мы это не хотим продолжать, а может быть, есть какой-то такой тонкий нюанс, на который и стоит согласиться. Здесь истина на самом деле где-то рядом, поиск истины. Что же есть на самом деле для вас как приоритет и что, как внешняя какая-то обстановка способствует вам решить либо тему какую-то, либо заданный вопрос, либо осуществить свое намерение и цели. Пересмотр как таковых целей тут тоже может проходить с 1 по 10 июня. Что же прояснится, что откроется? Посмотрите, какая шикарная карта. Тут, правда, приходится делать некоторую перезагрузку. Здесь нужно где-то себя не выбеливать, если мы допустили ошибку. И вот эти искренние разговоры с самим собой, вот этот внутренний этот диалог по аркану императрицы совершенно необходим. Иначе мы будем снова и снова находить какие-то старые грабли. Мы не сумеем решить вопрос, иными словами. Как Эйнштейн сказал, невозможно решить проблему на том же уровне. Для того, чтобы она была решена, нам нужно мыслить по-другому, нам нужно подняться на другой уровень. И вот про другой уровень как раз карта императрицы. Здесь допустить что-то невозможное. То, что прежде вы говорили, нет, этого не может быть. И для вас это необходимо, потому что у вас на пороге возможности, мои дорогие козероги. Ведь по аркану императрицы старший аркан. Здесь и внешние обстоятельства. Вот все происходит не случайно. Как раз и дают вам увеличить, допустим, собственную популярность, стать человеком известным, для кого это актуально. Может быть, организовать или перевести свое творчество, расширить его как будто, да, и сделать прекрасным проектом, который будет вам приносить деньги. Может быть и так. Это как раз по императрице тоже проходит. Для кого-то из вас разобраться в личной жизни. Почему нет? И императрица – это добрая энергия, это баланс, когда мы сумеем со всеми договориться. И это не значит, что если мы договорились, это мы обязательно принимаем точку зрения конкретного человека или как мы с ним соглашаемся. Нет, тут скорее мы понимаем, что, ну, такой человек, мы его не можем изменить. Но наше сотрудничество на какой-то период времени должно продолжаться. Поэтому мы идем дальше. И просто у нас уже нет иллюзий в отношении конкретных фактов, в которых мы находимся, или обстоятельств, конкретных людей, с которыми нам приходится взаимодействовать. Поэтому здесь может открыться как вот новые грани вашей личности.
и новые возможности. А еще это статусная карта. Поэтому здесь благополучное время как и для работы над ошибками, так и очистить свое пространство, впустив новые свежие энергии, так и время построить карьеру, а для кого-то подумать и выйти из одиночества, и из этих грустных мыслей, или из какого-то лабиринта, когда до бесконечности думаем, да или нет, туда или сюда, или вот я раньше поранился, теперь я ставлю точку, или какая-то у меня тут путаница, потому что выглядит как-то невзрачно, но кто знает, что будет дальше. Здесь все как-то балансирует. Вот вам это нужно принять. Но тем не менее, для вас что-то основное прояснится. Как минимум, чем вы хотите заниматься или с кем вы хотите быть вместе. Вот это точно. Может и выход из одиночества. В чем ваша фортуна? Да у вас вообще фортуна. И вот непростые же карты выпали, а тем не менее у вас время удачи. А удача это не есть, когда, как вот манна, нам что-то буквально падает в руки. Нет, здесь действие в этой карте. И больше эта карта говорит про время, не теряя ни минуты. Вот самое время, вот все то, что я говорила долгое время, определиться у вас действительно. Пусть много философии в наших картах, а у вас такие карты, арканы, неоднозначные выпали. И тем не менее, в этом ваша фортуна. Вы делаете выбор, не теряя ни минуты, иначе завтра вот эта история не повторится. Или вот это время, и это правда. Транзиты июня не похожи потом на транзиты любого другого месяца, поверьте. Это нам как пространство Вселенной дает такую гармоничную передышку для того, чтобы где-то и отдохнуть, и тело, и мысли в порядок привести, но и самому определиться, куда же мы идем дальше. И так и избавиться от того, что уже нам не помогает или не имеет значения. Вам фортуна где-то помогает. Дела, работа, бизнес, четверка мечей, привести мысли в порядок. По этой карте мы складываем оружие. А если мы и наводим порядок, значит мы, как-то отступая полшага назад, для себя что-то наверняка определяем. Это избавляемся от ментального мусора. Одним словом, все то, что я сказала по первому аркану, метла и плеть, вот это где-то четверка мечей. Да, это может быть неспешное, опять же, время, пауза. Вам может даже хотеться быстрее драйва, или мне надоело что-то там затянулось, да, а тем не менее, если какая-то история у вас постоянно тормозит, может быть, вам в том направлении, которое вы себе построили или считаете абсолютно правильным, а может быть, вам туда не надо, внести какие-то коррективы, потому что вот это как аркан тучи, выглядит что-то невзрачно, а я бы хотел чего-то другого. Так может быть, вас даже пространство останавливает от какой-то поспешности именно потому, что это вам на данном периоде жизни кажется, если я буду этим обладать, неважно, что это, я буду безмерно счастлив или счастлива. А на самом деле как раз ваше счастье, оно словно в другой плоскости. Тут карта говорит, куда-то не спеши. И, может быть, правда, детализируй ту тему, задачу, что для тебя лежит вот в рамках ваших интересов. Но это не на импульсе ни разу. И рыцарь Пентаклей опять о том же говорит. Удивительно, мои дорогие. А на кону императрица, понимаете? Императрица ведь это и финансовое благополучие тоже. Это теплый уютный дом. Это место надежного нашего пребывания. Пусть это конкретно дом, квартира, а может быть и страна, а может быть и местность, а может быть и род занятий. Тут по-разному. И опять рыцарь Пентаклей это о чем? Детализация, инструкция, внимание к деталям. Не складывается что-то значимое, надежное, ну вот наспех. Об этом говорит карта. И у вас на деньги. Здесь какой-то медленный, но прогресс. И с элементом обучения, мои дорогие, все-таки рыцарь, он едет медленно. Почему? Самый медленный рыцарь. А потому что он понимает, он многого не знает. И мы с вами живем в эпоху перемены, как раз Уран, планета революционных инноваций. Она окажется в знаке Близнецы уже в июле. И здесь для нас могут интересные сюжеты закрутиться. И, в принципе, ожидает человечество тут по части электронных денег, новых систем взаиморасчетов, вообще какой-то финансовой структуры, системы. Тут тоже будут перемены. И, может быть, адаптировать себя, изучить, вот куда-то не торопиться. Все-таки не торопиться это не значит, что мы сели и все, руки сложили. Нет, вот высвобождается какое-то время или временное пространство,
когда вам нужно и определяться с чем-то, и словно себя переводить на новый уровень или в какую-то новую плоскость реальности. Вот по-другому не скажешь. Ну ладно, если мы на финансы, когда выпадает эта карта рыцарь Пентаклей, а нам нужно решить какой-то финансовый вопрос. Может быть, проплатить у кого-то налог там, да, или какой-то иной платеж. А вот ваши деньги задерживаются. Такое может, кстати, быть. То тогда в вашем окружении есть тот человек, который вам придет на помощь, и как-то вы сумеете взаимодействовать. Или когда вы хотите решить иной какой-то вопрос, но он в конечном итоге увязан с документами, с деньгами, значит, есть то лицо, которое вам дельный совет даст или расскажет, как правильно делать, как правильно поступать, оформлять какие-то документы. Есть здесь взаимодействие. Или тот, на кого мы можем положиться. Ну, не на всех, это понятно, и пятерка жезлов, мы об этом говорили. Но, как и самому где-то не плашать, не торопиться, так и есть в вашем окружении те люди, которые явно заслуживают продолжения контактов с ними, взаимоотношений, вашего внимания, ну и, может быть, работы, сотрудничества. Ну, здесь у каждого по-разному. Это карта марафонского забега лет на 10-20. Вы можете уже в июне с чем-то подобным определяться. Ой, шикарно. На любовь, энергия любви. Двойка чаш. Вот, кстати, у кого-то могут быть деньги партнера, просто-напросто ваши, даже если задерживаются, да, или, может быть, вы с партнером будете, если вы человек семейный, вы в паре, вы можете тут строить планы даже на будущее по части у кого-то переезда или совместных решений, где мы будем проживать, как мы наш семейный бюджет будем складывать, да, из чего, потому что есть еще и карта коса. Возможно, вы от чего-то и откажетесь, какие-то параллели проведете, но все равно. Вот диалог посмотрите. Это не только про любовь, хотя карта конкретно про любовь. Поэтому уделите внимание личной жизни с 1 по 10, добрые энергии июня. Но это в целом возможность договориться, быть дипломатом. Переложите на любую сферу жизни. А для тех, кто в одиночестве, может быть, есть смысл этот сольный вариант завершить. Особенно если вам надоела карта императрица. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть такая важная женщина в вашей жизни, любимая женщина. Может быть, и хочется построить именно свое счастье. Но помните, что любые взаимоотношения строятся не на диалоге, а не на том, что вы там какую-то свою позицию избрали, и она обязательно к применению или кто-то ее должен принять просто. Нет, тут будет важно услышать друг друга, и тогда мы можем достичь совершенно другого уровня счастья, когда даже наш партнер, вот с учетом всех карт, может быть не просто партнером по эмоциям, по браку, да, по каким-то таким вот личностным качествам, а когда вы можете бизнес, например, да, семейный организовать, когда вы другом еще можете быть один другому. Но это совершенно другая грань открывается взаимоотношений. И в целом это все наполняет. Вот самые разные моменты могут быть в эти 10 дней доброй энергии. И у кого-то ведь напрямую выйти из одиночества или помириться, или договориться, или какую-то важную тему, которая послужила камнем преткновения в ваших отношениях, проговорить. Тут сама фортуна, Вселенная вам помогает, но это не будет длиться вечно. Поэтому используйте это время добрых, гармоничных энергий себе во благо. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.